Здравствуйте, господа! Начинаем сегодняшний вебинар, посвященный здоровью. Здоровье в фокусе. Вебинар с Андреем Дуйко. И я хочу сказать несколько слов о себе. Я руководитель организации и компании «Тибетская формула», производство «Тибетская формула». Наша компания занимается изготовлением биологически активных добавок, которые помогают человеку более комфортно себя чувствовать. Биологически активные добавки, которые могут помочь человеку быть более, помогут ему в реабилитации после заболевания, а также в профилактике многих заболеваний. Итак, сегодня я постараюсь ответить на ваши вопросы. Как всегда, по вторникам обязательно подключайтесь к моему вебинару и начнем. Вебинар сегодня, к сожалению, не транслируется в Facebook, мы транслируем его в TikTok и в YouTube. Так, ну что ж, и начнем. Наталья Шефер. Андрей Андреевич, здравствуйте. И вашим близким. У моей дочери 17 лет. Высыпает герпес на пояснице и животе. Скажите, это может быть связано с переживанием по поводу сдачи ЕГЭ и поступлением в ВУЗе? Конечно. Любые стрессы могут провоцировать появление герпеса. И герпес — это такое достаточно сложное заболевание, как правило, связано с снижением иммунитета, который, как правило, проявляется на фоне того, что у человека появляются стрессы, переживания, неврозы и так далее. Какие я могу дать рекомендации? Первая и основная рекомендация — это длительный сон. Необходимо следить за тем, чтобы ребенок как можно раньше ложился спать. Вторая рекомендация — это свежий воздух. Третья рекомендация — это препараты, которые могут снизить состояние и улучшить общее состояние, адаптировать человека или ребенка к стрессовым ситуациям. Какие это препараты? Улучшить сон поможет препарат, который называется мелатонин. Заснуть поможет препарат, который называется соник. И такому ребенку просто необходим магний, так как в ходе стрессов обычно именно магний больше всего расходуется в нашем организме, и магний сам по себе является мощнейшим адаптогеном, который помогает человеку справиться с стрессовыми ситуациями, неврозами и так далее. Как местно справляться с герпесом? Всегда стоит помнить, что в случае появления герпеса его нельзя расчесывать, нельзя в него ничего втирать, также не должна носиться очень плотная одежда. Также на что реагирует внешний герпес? Герпес реагирует на ментольные мази, они угнетают действие герпеса. Также на герпес можно воздействовать веществами, спиртами, но не втирать, а просто смазывать. Есть ряд противогерпетических препаратов. Как по мне, мне лично очень нравится самая обычная звездочка аптечная, она действительно помогает при герпесе, очень эффективно, рекомендую. Наталья Шефер. По поводу зрения у моей дочери. Оно с каждым годом падает. Что сделать и чем помочь? Как правило, на фоне стрессов у человека начинает падать зрение. Это всегда происходит на фоне нарушения неких таких когнитивных функций мозга. То есть у человека происходит истощение центральной нервной системы, происходит истощение, которое связано с получением большого количества информации, с недостаточностью сна, с недостаточностью, вернее, с переизбытком информации, которую получает человек. И у такого человека, как правило, это сказывается на том, что у ребенка снижается и концентрация, и снижается зрение. Как можно улучшить зрение в этом случае? Я рекомендую использовать препараты, которые могут помочь улучшить общее состояние концентрации. Это препарат моей компании Мнемонорм и аминокислота таурин. Таурин — это аминокислота, которая используется как раз для стимуляции работы мнемонической деятельности нашего мозга, улучшает концентрацию, улучшает зрение, улучшает процесс усвоения информации. Очень рекомендую взрослым и детям принимать таурин. Устраняет усталость, улучшает состояние восприятия мира, помогает человеку испытывать, участвует в формированию и в дальнейшем к формированию и выделению дофамина, это гормон радости,
окситоцина, это гормон коммуникации, который поможет в дальнейшем вашему ребенку быть более сконцентрированным, ну и как побочный эффект улучшить, в общем-то, его зрение. Вот так. У дочери от отца досталась болезнь Бехтерева. В 15 лет у нее вдруг заболели суставы, но потом прошло. Сейчас ей 17. Может ли болячка дать о себе знать? Если да, то когда и как от нее излечиться? Заболевания Бехтерева в раннем возрасте, насколько я знаю, не ставят. И может ли у ребенка быть заболевание Бехтерева, и связано ли это с генами? Да, на сегодняшний день есть информация, что в действительности заболевания Бехтерева, как и заболевания хондроз, как заболевания, связанные с суставами, это все может быть связано с генетической предрасположенностью к данным заболеваниям. Но это не гарантия того, что ребенок обязательно должен болеть. А то, что ребенок в свое время у ребенка начали болеть суставы, это могло быть связано со стрессами, это могло быть связано с перенесенным вирусным заболеванием, это могло быть связано просто с усталостью или даже простудным заболеванием и так далее. Поэтому в данном случае, пока на это не обращайте никакого внимания, я не думаю, что на сегодняшний день стоит паниковать и стоит что-то говорить в возрасте 15-17 лет. Поэтому не торопитесь с этим. Проведите исследования, сделайте ревмофактор, снимок тазовой области, проведите исследования С-реактивного белка, антистриптолизин. И это все даст вам возможность, посмотрите на развернутый анализ крови, посмотрите на СОЭ и обратите внимание, есть ли у нее постоянные воспалительные процессы, которые можно увидеть в виде повышенного СОЭ. В случае, если этого нет, в случае, если моноциты невысокие, в случае, если СОЭ невысокая, это говорит о том, что нет предпосылок для того, чтобы даже начинать нервничать. Поэтому не обращайте на это внимания. Приобрели бетулиновую кислоту, после химии начался дисбактериоз. Андрей Андреевич начал принимать химиотерапию по поводу рака яичника. Подскажите, что принимать для облегчения состояния, для борьбы с заболеванием. Бетулиновую кислоту вы правильно выбрали. Бетулиновую кислоту и кверцетин. По 2 таблетки 2 или даже 3 раза в день. Марічка Хреріччук. Андрій Андрійович, чоловіка тремтять руки, як щось бере до рук і стискає долоні. Важко їсти, бо трудно втримати ложку. Він в молодости робив фізичні вправи, піднімав тягарі, дякую. Как правило, это не связано с тем, что человек в свое время занимался очень активно физическими упражнениями. Вы описываете заболевание, которое может быть заболеванием Паркинсона или заболеванием Альцгеймера или даже бокового заболеванием Басса. Это может быть связано с неврологией или неврологическими заболеваниями, о которых я сказал. Что необходимо делать? Прежде всего необходимо исследование. Должен невролог поставить вам четкий диагноз. Его поставить можно. Каким образом это делается? Делаются неврологические тесты. Есть ли раскачивание в позе Ромберга, как организм реагирует на определенные рефлексы и так далее. То есть это все может поставить... Невролог может поставить диагноз и в дальнейшем назначить курс лечения. На сегодняшний день и Альцгеймера, и БАС, и Паркинсона — это все заболевания, которые поддаются лечению. Но во всяком случае есть препараты, которые заметно могут улучшить общее состояние человека. Есть дополнительный ряд исследований, которые утверждают, что в случае, если у человека есть проблемы, кстати, это может быть и рассеянный склероз, и даже там, неврологические или даже психиатрические заболевания. Все это необходимо исследовать, и для того, чтобы заниматься лечением, а уж тем более самолечением, прежде всего нужно помнить о том, что для того, чтобы что-то лечить, нужно четко понимать, чем вы болеете. А не могу поднять руку или не могу взять ложку, или там, это не является диагнозом, поэтому, к сожалению, я бы хотел помочь, но как это сделать, откровенно не знаю. Тем не менее, очень часто в момент того, когда человек начинает принимать лечение, какое лечение принимает при, допустим, там, заболевании Паркинсона, принимают лечение с препаратом амантин. В случае, если
Есть дополнительные исследования на сегодняшний день, которые утверждают, что в случае, если у человека развивается Паркинсона, то как дополнительная терапия возможно увеличение в рационе употребления этим человеком меди. Именно поэтому медь содержащие препараты дополнительно назначают в случае, если у человека есть тремор рук, если есть вот такие неврологические проблемы, которые возникают на фоне вот таких неврологических заболеваний. И я рекомендую принимать как дополнительный препарат к общей системе назначений врача препарат Алгоцин компании «Тибетская формула», в котором находится медь, 1 чайная ложка исключительно после приема пищи. Во второй половине дня 1 раз. Бетулиновая кислота при дисбактериозе поможет. Также есть препарат, который помогает при дисбактериозе нашей компании. Он называется у нас... И сейчас я скажу, я не помню. Не помню. Сейчас вспомню, скажу. Итак. Прямо сегодня и прямо сейчас на нашем сайте «Тибетская формула», перейти на который вы можете перейти прямо вот по данной ссылке, проходит акция. Сегодня, завтра и послезавтра вы можете приобрести с 23 по 26 мая все препараты со скидкой минус 14%. Поэтому переходите, приобретайте, помогайте себе и вашим близким. Как же называется от дисбактериоза? Сейчас я вспомню, обязательно скажу. Учитель, там перевод, заберите вопрос, можете сказать, что у меня гной в голове. Мне нужно делать операцию, если честно, хочу пожить подольше. Многих добрых дел бы могла сделать Мира. Мира, очень приятно. Я, к сожалению, не знаком с диагнозом, в ходе которого у человека появляется гной в голове. Может быть, это опухоль, менингит, может быть, это гайморовые пазухи. Каким образом можно было бы помочь гипотетически? По моему мнению, можно попробовать помочь ингаляциями. Ингаляции с серебром, но они точно плохо или хуже вам не сделают. Очень часто сейчас в последнее время обращаются люди и обращаются с проблемами, которые связаны с сном, а также с проблемами, которые связаны с концентрацией, проблемы, связанные с вспыльчивостью, проблемы с коммуникацией и так далее. Панические атаки. Это все, конечно, понятно, так как люди перегружены, все из-за того, что происходит в мире, находятся в стабильном состоянии стресса, неопределенность, большое количество проблем, которые возникают у людей, создают в дальнейшем истощение нервной системы. И это в дальнейшем проявляется в виде либо таких более глубоких проявлений заболеваний, таких как появление панических атак, депрессивных эпизодов, появление состояний тревожности и так далее. И часто люди не понимают, что же им необходимо делать в тот момент, когда у них появляется максимальное состояние, похожее на состояние тревожности, или состояние панической атаки, или состояние гипервозбуждения. Как правило, когда человек начинает ощущать приближение панической атаки, приближение судороги, приближение состояния тревожности, в случае, если это происходит стихийно, состояние страха, у него начинается процесс гипервентиляции легких. То есть в этот момент выделяется адреналин, и у человека появляется спазмирование сосудов на фоне адреналина. И это приводит к тому, что у человека появляется очень быстрое дыхание. То есть он начинает быстро дышать, появляется состояние, при котором он испытывает страх. Это может сопровождаться с болезненными состояниями, то есть может первое появляться боли в конечностях, боли
в органах, особенно ярко это может проявляться в области эпигастрия, в области грудной клетки или даже в области там, центра головы, затылочной части и так далее. Это все происходит, как правило, стихийно, человек не может это контролировать, и в дальнейшем это может переходить или перерастать в достаточно часто проявляться и так далее. В случае, если у вас нет возможности лечить такое заболевание, и вы готовы с ним бороться, с таким заболеванием, то есть несколько таких основных пунктов, которые могут помочь человеку уменьшить те состояния, которые у него возникают в тот момент, когда появляются вот такие симптомы. Итак, в случае, если у вас появляется гипервентиляция, что вам необходимо делать? То есть вы начали быстро дышать, у вас появилось состояние, при котором вы чувствуете, что что-то должно случиться, у вас появляется состояние, при котором вы думаете, что вы либо сейчас умрете, либо что-то произойдет, нет выхода, нет решения, тупиковая ситуация, либо очень сильно начинает что-то болеть, чего раньше не происходило, это заставляет вас паниковать, нервничать, или вы предчувствуете появление какого-то события, которого на самом деле, возможно, и не будет. В этот момент вы должны знать, что вам не хватает на самом деле кислорода. Именно поэтому организм начинает очень быстро дышать. Но что же стимулирует кислород или усвоение кислорода в нашем организме? Я сейчас такие слова скажу, которые обычно люди не знают. Усвоение кислорода в нашем организме или нашей крови возможно только в случае, если в крови увеличивается количество углекислого газа. Почему? Количество углекислого газа в крови увеличивает количество кислорода. Что необходимо человеку? Это называется циклом Бора. И для того, чтобы улучшить общее состояние, человеку, у которого появляются вот такие состояния, ему необходимо сделать следующее. Выполнить определенные дыхательные упражнения. Необходимо взять кулек, при этом сделать очень глубокий вдох и выдох. После этого взять кулек и в пакет, желательно большого размера, по идее лучше всего налить минеральной воды и потрусить. Второе, можно не наливать минеральной воды, а добавить чайную ложку соды и 1-2 стакана воды и тоже потрусить. И вот в такой пакет сделать 10-15 глубоких вдохов-выдохов. Не глубоких, а быстрых. Посчитать до 15, после чего пакет убрать, еще раз сделать глубокий вдох с задержкой дыхания и выдох, и еще раз 15 раз подышать такой пакет. Сделать таких подходов 3. При этом куда направлять свое сознание или куда направлять свою концентрацию. В этот момент необходимо отвлекаться от того, что происходит рядом с вами и в вас, и как можно громче обговаривать то, что вы видите на самом большом расстоянии от себя. То есть произносите: я вижу стену, я вижу на стене лампочку и так далее. То есть что вы делаете? Вы отвлекаетесь когнитивно от тех процессов, которые вы сенсорно ощущаете в своем теле. Вот такие простые методы могут помочь вам справиться с вот такими тяжелейшими состояниями. Какие я могу рекомендовать препараты? В свое время я в компании начинал с того, что создавал именно седативные препараты, и хотел бы несколько слов о них сказать. Итак, первый препарат называется препарат Пастовид. Препарат Пастовид я обычно назначаю тем людям, у которых есть как раз проблемы с паническими атаками, резкими депрессиями, депрессивными эпизодами. Как проявляются депрессивные эпизоды? По описаниям или нозологическим описанием данного заболевания обычно проявляется в виде того, что у человека появляется тупиковая ситуация. То есть он начинает думать, что вот выхода нет, решения нет, решить это невозможно и так далее. Второй вариант. У человека появляется решение, и человек пробует это решение, но решение появляется, и он пробует это решение решить каким-то абсурдным способом. То есть решение, допустим, у человека появляется идея, что на него кто-то влияет, и решением этого может быть, допустим, то, что он будет ходить там по прямой линии от стола к стене и обратно. То есть это решением. Или, допустим, у человека появляется идея, что все вокруг
во всем, к чему он прикасается, есть микробы, и человек после этого находит решение и пробует вокруг себя максимально все убирать там, и избавляться максимально от микробов, глистных инвазий и так далее. То есть это навязчивая идея, которая провоцирует. Количество всевозможных психиатрических заболеваний на сегодняшний день, их большое количество. Есть отдельный семинар такой, я его читал, конкретно по психическим заболеваниям. Это приблизительно 6 часов информации, поэтому вот так быстро рассказать об этом невозможно, хотя тема чрезвычайно интересна. Но вернемся все-таки к препарату Поставид. Препарат Поставид как раз назначают, или я назначаю, в тот момент, когда у человека нет ярких и очень ярких повторяющихся состояний панических атак, депрессивных эпизодов. То есть у него это возникает приблизительно как единоразовая вспышка, при которой ему вдруг стало страшно, при которой вдруг у него появилось состояние депрессии, при которой вдруг появилось состояние неприятного ощущения в теле. В этом случае я рекомендую использовать препарат Поставид. Особенность препарата Поставид заключается в том, что в препарате используется 11 экстрактов лекарственных растений, которые зарекомендовали себя как вещества, которые способны справляться которые способны адаптировать человека к стрессам, которые имеют ярко выраженное в мягкой форме седативное действие, не вызывая состояние сна, которые проявляются как антидепрессанты и в некоторых случаях даже как адреноблокаторы. То есть вот одна из особенностей принятия данного препарата — это его чудесное адреноблокирующее воздействие на человека. То есть когда у человека появляется такая атака, это говорит о том, что адреналин в его теле повысился, и данный препарат справляется в дальнейшем с появлением адреналина. Почему, как правило, адреналин у человека повышается и с чем это связано? По моему мнению, мое мнение, оно не связано с медициной, и оно является гипотезой. То есть я не утверждаю это, я так предполагаю. Я считаю, что это все вызывается деятельностью надпочечников. То есть это выглядит так: у человека повышается холестерин на фоне того, что он не спит хорошо или питается не очень хорошо. И этот холестерин приводит к тому, что не увеличивается или падает там у мужчин выработка тестостерона, у женщин выработка эстрадиола или прогестерона. При этом начинает подниматься адреналин, увеличивается норадреналин, увеличивается кортизол, увеличивается выработка глюкокортикоидов. Это все и приводит в дальнейшем вот к таким проявлениям резких. Почему резких? Так как адреналин очень резко вырабатывается, стихийно, быстро. Как раз вот в таких случаях. И это обычно как раз связано не с нашей центральной деятельностью, то есть не с нашим восприятием мира, как многие считают, а это связано конкретно с нашими гормональными состояниями. То есть у мужчин это может быть спровоцировано исчезновением адреналина, исчезновением тестостерона. У женщин это может быть связано с голоданием, с эзофагиальным рефлюксом. Бывают или случаются такие случаи, когда панические атаки возникают на фоне голода, так как для правильного функционирования нашей центральной нервной деятельности необходима глюкоза, а активное голодание, неупотребление глюкозы может приводить к тому, что появляются вот такие побочные эффекты. С этим всем достаточно легко и очень эффективно справляется мой препарат, который называется Поставид. То есть в случае, если у вас есть вот такие депрессивные эпизоды, панические атаки, вы резко ощущаете негативное состояние, начинайте принимать препарат Поставид. Второй препарат — Сирантал. Иногда так бывает, что человек не может не обижаться. То есть человек может обижаться долго, очень долго, критически долго. Когда человек начинает обижаться, когда человек не может долгое время отпустить какую-либо ситуацию, это может проявляться в том, что у него появляется навязчивая идея. Но она может проявляться в виде того, что человек очень обиделся на кого-то.
он обиделся, он крутит, он не может спать, он постоянно об этом думает, он не хочет искать решения. Иногда появляется ощущение, что само страдание доставляет такому человеку удовольствие. Вот такому человеку необходимы седативные препараты. И, конечно же, в нашем мире, в котором мы проживаем, большинство седативных препаратов, они имеют либо выраженное наркотическое действие, либо необходима консультация врача, либо имеют очень большой спектр побочных действий на человека и так далее. И у меня была мечта, я очень хотел сделать ненаркотический седативный препарат без побочного действия. И из экстракта растений, их там, по-моему, 18 растений, из их экстрактов, воспользовавшись рецептом, который там вычитал, был сделан данный препарат. Он называется в нашей компании Serontal. И данный препарат — это препарат, который успокаивает, который имеет выраженное седативное действие. Человек находит в себе силу не обижаться, прощать, не злиться и так далее, и так далее. Сегодня обещал еще такую тему раскрыть. Одна женщина говорит: Андрей Андреевич, вот у нас сейчас уже подходит лето, но с начала военных действий или с начала войны мы все находимся вот в тяжелых таких ситуациях, нам приходится переезжать, приходится еще что-то делать и так далее. И, Андрей Андреевич, я люблю своего мужа, муж чрезвычайно любит меня, но у нас сейчас появилась существенная проблема. И она говорит: мой муж, он нуждается в интимных отношениях, но я со своей стороны совершенно этого не хочу. То есть у меня исчезло любое желание, я не знаю, как с этим справляться и что с этим делать. Вы бы могли дать объяснение, почему это происходит, с чем это связано, и можно ли каким-либо образом помочь человеку, у которого возникает, особенно женщине, у которой возникают вот такие состояния. И мой ответ такой: конечно, да. Для того, чтобы оскорблять, обвинять или еще что-то делать по отношению к женщине или мужчине, у которых есть физиологические проблемы, но это бессмысленно, а из-за этого может распадаться семья, из-за этого могут возникать трудности и так далее. Так что же происходит с женщиной? Как правило, считается, что женские половые гормоны — это гормоны, это эстрадиол, прогестерон, пролактин, но никто не говорит о тестостероне. Оказывается, тестостерон, который точно так же, как и у мужчин выделяется или должен формироваться и появляться у женщин, влияет как раз на процесс либидо у женщины. А у мужчины влияет на процесс формирования неврозов, а также формирования аллопеции. Знаете, что у мужчин недостаточность тестостерона приводит к появлению аллопеции. Сейчас не об этом. Так вот. Почему так происходит и с чем это связано? Как правило, это связано с тем, что происходит нарушение деятельности коры надпочечников. Почему? Гормон стресса может провоцировать появление кортизола в большом количестве. Кортизол может купировать появление тестостерона. Поэтому любые переживания, стрессы, недоедание, особенно белковой пищи, неупотребление кислой пищи, отсутствие витамина С, недостаточность сна, стрессовые ситуации, переживания, диета строгая. Это все может приводить к тому, что не вырабатывается у женщины тестостерон. Что необходимо делать? Необходимо попринимать препарат, который называется якорцы или по-другому называется трибулус. Любой абсолютно компании, не обязательно моей. Трибулус способен улучшить общее состояние женщины, улучшить состояние либидо, то есть у нее может появиться желание, она вновь может появиться желание. Точно так же, как для женщины, данный препарат полезен будет и мужчинам, так как он улучшит общее состояние. Чего? Общее состояние общее состояние энергии, то есть исчезнет усталость, исчезнет сонливость, уменьшится вес,
Очень часто у мужчин отсутствие тестостерона приводит к появлению живота, избыточного веса, сахарного диабета второго типа. Также мужчины, которые склонны там, к засыпанию на ходу, там, к апатии, к депрессии и так далее, в большинстве своем способны вылечить все эти симптомы, просто начиная принимать препарат Трибулус. Точно так же и женщины, нет желания, не можете об этом думать, на это смотреть, начните принимать Трибулус, и все появится само собой. Препарат Трибулус прямо сегодня можно приобрести со скидкой минус 14%, так как сейчас на сайте Тибетская формула идет или проходит акция на все препараты до минус 14% с 23, то есть сегодняшнего дня, по 26 мая. Здрасте, скажите, как лечить гнойную рану на ноге? Лечение гнойной раны на ноге – это лечение, которым должен заниматься врач. И это может спровоцировать появление гангрены, и это может спровоцировать появление сепсиса. Как я могу вам что-либо советовать? Объясните мне. Это что, вы не понимаете всей серьезности? Завтра у вас будет сепсис, заражение крови и все. И кто будет виноват? Я в том, что я буду вам что-то советовать. Как Папанов говорил, я на это пойти не могу. Поэтому, будучи человеком с медицинским образованием, я очень серьезно отношусь к гнойным ранам и все время говорю, в случае появления гнойной раны человеку необходимо прежде всего обратиться к лечащему врачу. Почему возникают гнойные раны? Скорее всего, это происходит процесс некрозирования на фоне и дальше там от чего угодно. Нейропатия на фоне сахарного диабета, диабетическая стопа, трофические язвы на фоне флебита, тромбофлебита, артериосклероза, ну и так далее. То есть это все. И как лечить? Ну вот, в случае, если это диабетическая стопа, то лечат это вливанием дополнительно или обработкой, или аппликациями инсулина. В случае, если это там, артериосклероз, то антикоагулянты принимают, а также препараты, которые могут помочь справиться с склерозом. То есть это может быть кверцетин, рутин, это могут быть препараты, вазодилататоры какие-либо, а уже аскорутин, а уже в случае, если там происходит распад ткани, плавление ткани, если там происходит процесс извязления, заражения, не нужно дома, не нужно. Это плохо может закончиться. Мне чрезвычайно вас жаль, но я хочу вам сказать, что, во-первых, в домашних условиях невозможно практически правильно обработать рану. Во-вторых, очень часто некрозирование тканей необходимо удалять дополнительно медицинским инструментом, что не всегда в домашних условиях возможно. Ну и третье, необходимо определить, из-за чего или почему это происходит, и все-таки заняться конкретным, уже таким серьезным лечением. К сожалению, я бы хотел вам помочь, но скорее всего я скажу нет. Влад, здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, сейчас скажу, сейчас всем скажу. Здравствуйте, Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, правда ли, что когда покушал, нельзя сразу идти купаться? Большое спасибо. Нет, это не имеет значения. Зара Мустафаева. Андрей Андреевич, доброго времени суток. Здравствуйте, Зара. Вопрос. Есть ли у вас препараты от ВИЧ-болезни? Вообще это излечимая болезнь? Есть ряд публикаций, о которых я раньше говорил, которые называются сейчас бетулиновая кислота. Википедия. Открываем бетулиновая кислота Википедия. И здесь написано, что фармакологическая активность бетулиновой кислоты. Природный пентациклический тритерпеноид
Но вот о чем. Бетулиновая кислота и ее производные обладают противовоспалительной, противоопухолевой и анти-ВИЧ-активностью. Доказательства. Научная работа Пиша, называется метод, сейчас я переведу на русский язык, как называется способы селективного ингибирования меланомы с использованием бетулиновой кислоты. И вторая работа называется Фудзиока института в Джорджии, Америка, Фудзиока Таката написал работу в 1994 году, и она называется «Соединение и способы применения бетулиновой кислоты для лечения ВИЧ-инфекции». И это описано в 1994 году. Эта работа, она заслужила очень большое распространение, и на сегодняшний день бетулиновая кислота с подачи как раз данного доктора широко используется в ходе лечения заболеваний иммунный вирус человека или синдром иммунодефицита человека. И сама особенность, почему данный препарат не особо широко применяется, связана с его невероятной стоимостью и невероятным процессом изготовления. Для изготовления такого препарата производится препарат путем синтеза. Каким образом производится? Берется кора березы или древесина березы. После чего из древесины березы выделяется химическим путем препарат бетулин. После чего это пигмент белой березы. После чего этот препарат бетулин определенным химическим способом обрабатывается. И несколько есть приемов, когда обрабатывается и выделяется из этого бетулиновая кислота. Сами процессы чрезвычайно сложны и невероятно дорогостоящие. Но они дорогостоящие для больших объемов. А если их создавать в химической лаборатории данные вещества и создавать их в небольшом объеме, то тогда можно уменьшить их стоимость. Именно поэтому для больших фармкомпаний изготовление бетулиновой кислоты неинтересно, так как есть ряд других препаратов, которые с успехом можно использовать. Но для маленьких компаний, таких как, допустим, моя компания, и для людей, которые знакомы с органической химией, таких людей, как я, изготовление данных препаратов не является чем-то сложным или чем-то особенным. Именно поэтому я синтезировал и выделил бетулиновую кислоту, сделал так, чтобы она имела цитонетоксичную дозировку, и продаю это в своей компании. Великолепные есть результаты применения бетулиновой кислоты. Она имеет ярко выраженные противоопухолевое действие, противовоспалительное, противовирусное, ну и, как правило, имеет ярко выраженное еще и анти-ВИЧ-активность. То есть улучшая общее иммунное, устраняя иммунный дефицит. Вот. Есть ряд работ, я о них уже раньше рассказывал. Есть ряд работ открытия бетулиновой кислоты как селективного ингибитора меланомы человека, который действует путем индуцирования апоптоза. Что такое индуцирование апоптоза? Апоптоз — это отмирание клеток. То есть меланома, есть онкологические новообразования, карциномы, которые действуют на клетки, разрушая их. И, допустим, поражение меланомой происходит с появлением гнойной раны или разрастанием раны, и после чего происходит введение бетулина в виде препарата человеку перорально. Перантерально не вводится данный препарат, так как бетулиновая кислота не является водорастворимой, и сделать из него суспензию чрезвычайно сложно. Ну и это требует дополнительные исследования, в ходе которых, кстати, сейчас говорят, что введение перантерально может привести к появлению мочекаменного заболевания и даже к почечной недостаточности. Поэтому применение на сегодняшний день бетулиновой кислоты считается разумнее только перентерально, то есть через желудок. Ну и вот такой апоптоз,
он связан с тем, что бетулиновая кислота может влиять, выделяя клетки карциномы или меланомы, влияя исключительно путем апоптоза. То есть клетка карциномы точно так же усваивает бетулиновую кислоту, но в отличие от здоровой клетки, в ней отключается процесс дальнейшего развития и обновления, после чего происходит апоптоз, то есть отмирание самой клетки. То есть можно сказать, что лечение бетулиновой кислотой онкологических заболеваний происходит еще одним дополнительным методом. Это метод избирательного влияния на клетки, которые очень часто могут объединяться в шанкры между собой, и, допустим, иссечение там большой части ткани при онкологическом заболевании не всегда разумно, но объективно именно это делают, так как выделять клетки здоровые или больные не представляется возможным. Ну, особенно это происходит при таких заболеваниях, как, допустим, меланома или базилиома. Ну и один из принципов, наверное, вот такого избирательного влияния на клетки, избирательного влияния с целью уменьшения размера опухоли, которое очень часто необходимо, особенно в онкологии грудной железы. И вот такое избирательное влияние, оно, как правило, может заметно улучшить и уменьшить процесс удаления там большого лоскута ткани и уменьшить сам размер опухоли. И это часто наблюдается, то есть в тот момент, когда есть там первые стадии появления онкологии грудной железы, то до момента появления третьей и четвертой стадии, когда открываются раны, когда происходит процесс уже плавления тканей, до момента, пока опухоль еще такая не ярко развитая, уменьшение этой опухоли и заметное уменьшение опухоли происходит на фоне как раз применения бетулиновой кислоты. Можно ли излечиться? Очень часто наш организм не способен справляться с быстро проистекающим заболеванием. В случае, если бы у человека только появилось заболевание и не было бы оно таким агрессивным и быстро формирующимся и быстро проистекающим, то в случае, если бы тогда человек начал принимать какие-либо препараты, ну, по принципу бетулиновой кислоты или там кверцетина, и начал бы их принимать и принимал на протяжении там, года, 2 лет, то, возможно, опухоль бы некротизировалась, уменьшилась, и на этом бы все закончилось. Но часто пациенты начинают обращаться лишь в тот момент, когда уже необходимо оперативное влияние, оперативное вмешательство. И уже в этом случае говорить о том, что там открытая рана, и буду принимать бетулиновую кислоту, можно ли справиться там каким-либо образом? Нет, нет. Как правило, в таких запущенных случаях необходимо уже обращаться конкретно к лечащему врачу, онкологу и так далее. Да, хотелось бы верить в чудеса, но, к сожалению, чудеса бывают не всегда. Так, а что мы там делаем? Можно двери закрыть мне? Да, да, пожалуйста. Дети пришли, хотят ездить на гироскутерах. Ага. Так, где здесь остановились? Я отвечу на вопросы, не переживайте, я еще не дошел. Вера Кіріндясова. Добрий вечір, шановний Андрій Андрійович. Я вітаю вас, Вера. Щастя вам, здоров'я, дітям, вашей донечке и вашему человеку. Снежана. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в какой сфере реализуюсь? Милая моя Снежана. Ну, разве это сейчас имеет значение? Тамара Чернецка. Доброго дня, Андрей Андреевич. Скажите, пожалуйста, очень болит спина в области грудного позвонка. Отдает вроде бы как в почке. Что может быть? Бывает даже болезненно вдохнуть. Скорее всего, это у вас не связано ни с листозом, ни с грыжой, ни с чем. Это, скорее всего, в вашем случае связано с невралгией.
очень часто невралгия имеет вот такое проявление. То есть человек делает вдох, у него появляется или у него межреберная невралгия и появляется вот такая вторичная иннервация аж в область почки. То есть большого размера иннервации. И для того, чтобы этого не было, вот может помочь любой противовоспалительный препарат и любая противовоспалительная мазь. Допустим, из мази можно какую-нибудь там Вольтарен гель. В нашей компании великолепная, просто прям всем советую, это мазь, которая называется Габбана. Прям вот каждому советую, чтобы у вас не болело. От артроза, артрита, коксартроза, листоза, протрузии, там, остеопороза и там, что бы ни происходило и где бы ни болело, используйте мою мазь, которая называется Габбана. Потрясающий препарат, но вернемся все-таки к теме. Используйте мазь, которая называется мазью Габбана, и любым противовоспалительным препаратом. То есть любой противовоспалительный препарат, который в голову придет. Диклофенак или Мовалис, вот таким. Можно диклофенак гелем смазывать. Но не только область, там, где болит, а еще и ребра, которые находятся вокруг такой области. И это уберет у вас вот такие приступы. Не бойтесь, это скорее всего не связано с грудным позвонком. Ирина Косныцкая. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Низкий гемоглобин 97. Ничего не болит. Можете сказать, нет онкологии? Но скорее всего нет. Почему обычно снижается уровень железа? Уровень железа обычно снижается на фоне, и дальше это может быть очень высокая активность дыхательных процессов. С чем они связаны? Активность дыхательных процессов может быть связана с активностью или мегаактивностью пищеварительного тракта. И это может проявляться от, первое, сахарного диабета второго типа, ожирения. Второе, на фоне неврозов. Третье, на фоне попадания соляной кислоты и попадания ее в тонкую кишку и в двенадцатиперстную кишку. На фоне выделения гастрина может это происходить. Что необходимо делать? Вот какой вопрос. Почему-то вспомнилась сейчас медицина, такая рефлексотерапия. Когда-то ее изучал, будучи в Китае. И в Москве еще изучал когда-то. И вот тот человек, который меня обучал, он говорил, что в случае, если у человека появляется анемия, то пусть делают так. Точки для возникновения у человека стимуляции тех клеток в организме, которые усваивают железо и увеличивают ферритин, находятся на ладошках. Поэтому человеку рекомендовали просто тереть ладони или даже обо что-то тереть вот таким образом. Возьмите и по стене трите руки 1-2 раза в день. Как ни странно, это стимулирует такие точки на наших ладонях, которые почему-то влияют, и это помогает увеличить ферритин, увеличить железо. Но все-таки вернемся к теме. Чем можно увеличить железо и на что это может повлиять? В случае, если у человека недостаточно железа или недостаточность ферритина, то это прежде всего влияет на гемоглобин. Почему и что происходит? То есть гемоглобин не формируется, гемоглобин снижается. Гемоглобин — это эритроцит, который носит на себе кислород, и таким образом кислород не доносится в самые важные части нашего тела, которые называются мозг. Мозг, не получая кислород, происходит деструктивное воздействие и разрушительное действие, может повлечь за собой появление склероза, может повлечь за собой уменьшение или ухудшение когнитивных функций. Это может привести к появлению глухоты, может привести к появлению ишемий всевозможных. С чем это может быть связано? Также может железо падать еще в случае, если у человека развивается заболевание сердечно-сосудистой системы, ишемическая болезнь сердца, гастрит, язвенный колит, колит. Чем повышать? Есть препарат, называется Тотема, но я почему-то вспомнил глину. Оказывается, один из принципов лечения и увеличения железа связан с необычным советом моим.
Оказывается, если сосать глину, если глину принимать вовнутрь, то есть глину лучше принимать в виде каолина, очищенной глины, аптечной, но для перорального использования, в случае, если такая продается, или в виде БАДов. В моей компании, кстати, продается очищенная белая глина. Не нужно использовать глину, которую вы накопаете. Это не всегда может быть совершенно безопасно. И вот такой глиной можно улучшить общее состояние. Как она может срабатывать? Ну, глина, она является энтеросорбентом. Глина состоит из кремния. Кремний является энтеросорбентом. Кремний участвует в формировании и улучшении общей слизистой оболочки. Тонкого кишечника, толстой кишки. И это очень важно. С желудка. Именно поэтому спокон века используют глину для, первое, похудения, второе, для уменьшения веса, при сахарном диабете и первого и второго типа, при лечении как раз железистой анемии, при эзофагиальном рефлюксе. Везде при этих всех симптомах или этих болезней назначают глину. Глину можно рассасывать, глину можно пить, разводя на 1 чайная ложка на стакан, желательно холодной воды больше, чем теплой. Есть очень много рекомендаций народных, как глиной помогают там от разных заболеваний. Можно ли приобрести глину в моей компании? Можно. Мы ее продаем в сухом виде, она продается в такой банке большой и называется каолин. Каолин, белая глина. Из препаратов, которые продаются в аптеке, на мой взгляд, самым, наверное, универсальным препаратом является Тотема. Второй препарат, который можно, народные способы, как готовят, допустим, как народ повышает железо в крови, или ферритин, берут яблоко, желательно зеленое, и это яблоко, в него втыкают большое количество цыганских иголок. И оно сутки стоит, потом иголки достают, яблочко такое кушают. Есть еще второй вариант, когда цыганские иголки и гвоздички. И потом гвоздички съедают, и яблочко это съедают. То есть это перемалывают и едят в виде кашицы. Ну, вот таким образом. Мой препарат называется Геманем. Это препарат-экстракт растений. Уникальность его заключается в том, что там выделен определенный сапонин, который называется, неважно как называется, который выделяется из крапивы и череды. И два вот этих вещества, они потрясающе, очень быстро и сверхэффективно улучшают состояние крови. Особо воздействуя как раз на снижение, в случае, если у человека снижается гемоглобин и снижается железо, ферритин. Что пить при гипертериозе щитовидной железы. Смотрите, очень часто люди не понимают, что такое заболевание щитовидной железы. И для человека, что гипертериоз, что гипотериоз, что аутоиммунный тиреоидит, что базедова болезнь, ну это просто содрогание воздуха. То есть никто не понимает, что это такое. Очень часто, когда сдают анализы, начинают видеть в анализах там повышенные ТТПО, и после этого начинают говорить: о, это у меня гиперфункция. На самом деле это аутоиммунная пероксидаза, которая обычно говорит о том, что у человека есть аутоиммунный тиреоидит и так далее. Давайте разберемся, что же это за заболевания и с чем их едят. Гипофункция щитовидной железы, как правило, возникает у человека на фоне недостаточности употребления йод-содержащих продуктов и йода. Кстати, почему у человека появляется или снижается йод? С чем это связано? Почему так происходит? Дело в том, что, как правило, снижение йода происходит у человека на фоне того, что йод выделяется организмом нашим. В том случае, если у человека происходит активное радиационное воздействие. Если на человека радиоактивное воздействие происходит, а можете мне на 100% поверить, что радиоактивное воздействие на человека происходит. С помощью чего? Оно происходит с помощью лучей солнечных, во время жары. Сейчас есть еще экологическое загрязнение. Что там, сынок? Не, еще я почитаю.
радиологического загрязнения, ни отсутствия использования для зарабатывания денег, дают возможность продавать бензин неочищенный всевозможных компаний. Очень часто в этом бензине находится и свинец, и ртуть, и при сгорании может выделяться радиоактивные компоненты. Они в свою очередь могут подниматься, особенно весной, летом и осенью. И вот в таком случае такое радиоактивное заражение происходит. У нас есть ряд таких областей, такие как Днепровская область, район желтых вод, особенно мощно это Полтавская область, Кировоградская, Винницкая, так как она находится на пласте красного гранита, он радиоактивно опасный. В огромном количестве происходит влияние радиации на человека. Когда радиация влияет на человека, то радиация всегда накапливается, или радиацию всегда в нашем организме, уровень радиации контролирует прежде всего йод. И такой йод радиационный, когда происходит воздействие радиации на человека, то в этот момент данная радиация, она превращает йод в радиоактивный йод, и наш организм через почки и через пищеварительную систему благополучно выводит такой йод. Таким образом, наш организм способен справляться с небольшими дозировками радиации. И когда у человека появляется гипофункция щитовидной железы, это говорит о том, что радиационный йод вышел из вас, а новый не образовался, так как это связано с тем, что в продуктах питания, которые есть в наших областях, маленькое количество и высокая недостаточность йод-содержащих продуктов. Где находится высокое содержание йода? Высокое содержание йода — это морепродукты, морская капуста, кальмары, креветки. Ну, одним словом, все то, что мы недополучаем. Почему? Мы живем далеко от моря. В тех регионах, в которых мы проживаем, обычно высокая радиация, а также жарко, а также йодовая недостаточность. Именно поэтому йод необходимо принимать всем абсолютно людям, которые проживают на территории Украины, и я очень рекомендую это делать. Как проявляется обычно недостаточность йода? Это проявляется в виде гипофункции щитовидной железы. В моей компании есть препарат, он называется Йодикс. Принимать его необходимо 1 таблетка 1-2 раза в день. Как проявляется гипофункция щитовидной железы? Обычно гипофункция щитовидной железы проявляется в том, что у человека появляется внезапное вспотевание. Исчезает адаптация к быстрой смене погоды. То есть, если жарко, у человека появляется внезапно пот, и пот колючий, говорят такой. Далее у человека по утрам появляется оболочка на лице, как будто она мыльная или по-другому восковая. Далее у человека высыпаются или сыпятся волосы активно. Появляются борозды на пальцах или на ногтях, вертикальные и глубокие. Глубокие вертикальные борозды может быть тоже симптомом гипофункции щитовидной железы. Из препаратов, которые обычно назначают, это препараты йодомарин. Там их очень много. Также я рекомендую использовать водоросли нори, продаются сейчас, использовать, допустим, омары, кальмары, морепродукты, тунец, морскую рыбу, сардины и так далее. То есть вот такие продукты. В случае, если вы худеете при гипофункции щитовидной железы, то полезно принимать еще и дополнительно с препаратом D3. Кстати, несколько слов и об этом скажу. Есть очень хороший такой врач-нутрициолог, доктор Берг. Вы знаете, наверное, о нем. Он очень популярная фигура в этой области. Особо он популяризирует определенные виды питания. Я с ним согласен. Мне нравится его идея об инсулинорезистентности, раздельном питании, это 1 раз в день питаться, о увеличении приема белковой пищи, ограничении употребления углеводов, его идеи, связанные с употреблением жиров. Все это имеет какое-то объяснение. Поверьте мне,
Не всегда то, что он говорит, как мне кажется, является разумным. Где-то есть и перекос. Ну, для кого-то может быть наверняка спасением, и это может помочь. Ну, в чем же доктор Берг, что же доктор Берг не договорил нам? И где есть подвох? Если вы смотрели его видео, то в огромном количестве видео он говорит следующие слова. В случае, если вы там имеете проблемы атеросклероза, имеете проблемы там, связанные с психикой, имеете проблемы с поджелудочной железой, с ожирением, там, у вас высокое количество инсулина и так далее, то и везде он говорит, принимайте витамин D3, принимайте витамин D3. Давайте несколько слов я об этом скажу. Витамин D3 или его разновидности, ну, кальций, ферол, любые другие, является жирорастворимым витамином. Жирорастворимый витамин, он способен накапливаться в нашем организме при его переизбытке. И очень часто, когда люди на пути к тому, чтобы быстро похудеть, начинают принимать витамин D3, то они не только не худеют, а еще и дополнительно набирают вес. Всегда об этом помните. Витамин D3 это тот препарат или тот витамин, который, да, действительно может улучшить человеку настроение, да, действительно может улучшить человеку психику, да, действительно может помочь выделению дофамина, серотонина, окситоцина, но он может дополнительно увеличить вес человеку. Поэтому в случае, если вы не имеете депрессии и при этом не имеете худобы и у вас избыточный вес, то принимать дополнительно, особенно в больших дозировках, как это рекомендует доктор Берг, витамин D3, я бы вам не рекомендовал. Итак, далее, аутоиммунный тиреоидит. А это что такое? Аутоиммунный тиреоидит это клетки иммунитета нашего тела, или когда щитовидная железа не вырабатывает два вещества. Одно вещество называется проутерокс, а второе аминокислота тероксин. И в первом и втором случае мы имеем дело с аминокислотами. То есть это грубо полимеры, созданные из белка, которые синтезируются щитовидной железой. И в первом и во втором случае они состоят, или в их составе находится йод. Именно поэтому в случае, если человеку, допустим, эндокринолог назначает вам принимать L-тироксин, то это обычно связано с тем, что у человека аутоиммунный тиреоидит. То есть у него аутоиммунные клетки, они скорее всего высокие, и эти аутоиммунные клетки, они нехорошо воздействуют на организм, то есть по-другому человек усиленно теряет или уменьшается у него его иммунитет, и в дальнейшем может спровоцировать иммунный дефицит. Ну, без заболевания, как бы со вторичными заболеваниями. И в этом случае человеку назначают L-тироксин. Когда человеку назначают L-тироксин, то человек начинает его принимать и говорит, а можно мне дополнительно с L-тироксином йод принимать? И ему обычно доктор, эндокринолог говорит, нет, ни в коем случае не нужно принимать вам йод. Почему, говорит доктор, не нужно принимать йод? Объясняю, L-тироксин это аминокислота, в состав которой входит йод. Поэтому принимать дополнительно йод с препаратом L-тироксин нет никакой необходимости. Но если человек не принимает L-тироксин и у него аутоиммунный тиреоидит, то ему может помочь принятие препаратов йода. Потому что таким образом щитовидная железа способна улучшить общее состояние и способна улучшить выделение самого и L-тироксина. Таким образом, да, в случае, если вы принимаете L-тироксин, у вас аутоиммунный тиреоидит, йод вам не нужен, йод содержащие препараты тоже. Но в случае, если у вас есть аутоиммунный тиреоидит и вы не принимаете L-тироксин, то йод содержащие препараты вам принимать можно. Вот и вся история. Можно ли не принимать ни йод, ни L-тироксин, имея аутоиммунный тиреоидит? Нет.
Так как в случае, если не лечить аутоиммунный тиреоидит, то у человека в дальнейшем могут развиться аутоиммунные заболевания. Какие это заболевания? Это может быть полиартрит, это может быть красная волчанка, васкулит. То есть потом такие заболевания, их вылечить будет практически невозможно. То есть необходимо будет назначение глюкокортикостероидов, и это лечение может длиться годами. Это может привести к появлению вторичных аутоиммунных процессов. Это может создавать такие процессы, при которых может развиться, допустим, кардиомиалгия, пиелонефрит, может развиваться заболевание, ишемическое заболевание сердца, может развиваться что угодно, неспецифический язвенный колит, даже по моему мнению, на фоне аутоиммунного тиреоидита. Одним словом, можно сказать, что аутоиммунные процессы, они имеют в дальнейшем очень такое массированное воздействие с целью разрушения нашего организма. Поэтому, если у вас аутоиммунный тиреоидит, то, скорее всего, принимать эльтероксин или гормоны щитовидной железы вам все же придется. Но можно ли вылечить? На сегодняшний день говорят врачи, что вылечить аутоиммунный тиреоидит нельзя. А я считаю, что можно. А это еще каким способом? Улучшая общее состояние иммунитета. Какими препаратами? Великолепный препарат, я о нем сегодня говорил. Этот препарат называется бетулиновая кислота. Применение бетулиновой кислоты совместно с препаратами лечения аутоиммунного тиреоидита способны в дальнейшем улучшить общее состояние вашего иммунитета, уменьшить АТТПО и в дальнейшем отменить со временем препарат эльтероксин. Вот так. Так, что вы там пишете? Так. Тимоха. А тиреоидит можно вылечить? Тиреоидит является тоже аутоиммунным заболеванием воспаления ткани. И называется по-другому болезнью Хашимото. И тиреоидит можно излечивать, но не приемом препаратов йода, а приемом препарата, стимулирующего работы иммунитета или улучшающий иммунитет. То есть это препарат моей компании Кверцетин, Инстамакс, это препарат бетулиновая кислота. Вот такими препаратами можно попробовать помочь себе. Так. Можно ли принимать янтарную кислоту при почечной недостаточности? Да, можно. Хороший очень препарат, янтарная кислота, смело. Здравствуйте, болею без конца уже несколько лет. То одно, то другое. Уже не знаю, как жить дальше. Помогите, подскажите, что делать. Если человек постоянно болеет, то он должен понимать, первое, что он должен делать, перейти на состояние ограничения. То есть максимально ограничивать себя в еде. Второе, начинать принимать больше жидкости. Третье, увеличить физическую активность. Четвертое, увеличить длину сна. Пятое, успокоиться, то есть заниматься медитациями и так далее. Такие 5 основных компонентов способны изменить жизнь или поменять жизнь вспять. Вот способны и все. А обычно человек делает так. Ему лень он объелся, полежал, физической активности нет никакой, спит он как попало и так далее. Ну вот с этого все и начинается. Да, мы все прекрасно понимаем, что необходима физическая активность, что необходимо увеличение сна, что необходимо ограничивать себя от информации, что необходимо не нервничать, успокаиваться, расслабляться.
что необходимо иногда ограничивать себя в питании, не объедаться, не есть по ночам, не принимать алкоголь, не курить, там, руки мыть, купаться хотя бы там 2 раза в день, закаляться даже можно туда придумать, активное дыхание и так далее. Но нам лень, мы не можем. Нам лень, и мы так не хотим. Мы хотим волшебную таблетку. И такая волшебная таблетка нам обычно... Мы хотим волшебную таблетку. Когда человек приходит к врачу, то человек не идет для того, чтобы выздороветь. Человек не идет к врачу никогда, чтобы выздороветь. Человек идет за волшебной таблеткой. Ему рекомендации не интересны. Вот сколько угодно можно давать человеку рекомендации, каких угодно можно давать, нет. Эти рекомендации никто не слышит. Человеку хочется волшебная таблетка. Выпил и здоров. Вот это да. Муж рыбак, у него постоянно красный нос, хотя и смазываем солнцезащитным кремом. У него купероз. Смотрите, в случае, если красный нос постоянно, то это говорит о сердечных заболеваниях или заболеваниях крови. Поэтому обязательно сдайте кровь. Очень часто такое появляется, если очень увеличены лейкоциты. Одно из проявлений лейкоцитоза и даже формирования гематологических заболеваний, злокачественных в том числе, может проявляться вот в таком виде. У человека краснеет очень сильно нос. Поэтому это первые признаки того, что есть вариант и необходимо обратиться обязательно к гематологу. Но можно сразу не к гематологу обращаться, а все-таки просто сдать развернутый анализ крови и посмотреть, что же происходит и есть ли какие-либо отклонения. Ну и слава богу, если никаких не будет. Ну а если есть, то обратиться к терапевту, пусть посмотрит и как бы предположит какие-нибудь диагнозы и направит вас к какому-либо врачу. Как купероз можно, как избавиться от купероза. Есть средство такое, 1 чайная ложка мускатного ореха заливается кипятком, 1 стаканом. После этого и накладывается такой узвар, и пьется. Вот считается, что купероз вот можно таким образом исправить или справиться с ним. При ходьбе болит косточка на правой ноге. Что это может быть и чем полечить? Это может быть воспалительный процесс. Косточка на правой или на левой ноге, это может быть, допустим, подагрическим заболеванием. Артрит может быть. Это может ревматизм развиваться. Это что угодно может быть. Чем лечить? Посмазывайте противовоспалительными средствами. Вообще хороший такой есть вариант. Берется скалка обычная для раскатывания теста. Садитесь и катаете ступнями по такой скалке. Это очень хорошая рекомендация, потому что это поможет избавиться от боли в ступнях. Кстати, боли в ступнях являются очень часто такими симптомами, как остеопороз. То есть это уменьшение костной ткани и уменьшение усвоения костной ткани. Второе, это может быть связано с ревматоидным заболеванием, это может быть связано с подагрическим заболеванием. Ну вот так. Доброго вечора, Андрій Андрійович. Як лікувати опущений шлунок и непереносимость молока? В случае, если у человека опускается желудок, это говорит о том, что происходит атрофирование мышечной ткани. Почему происходит обычно атрофирование мышечной ткани? У нас есть определенные... Вообще желудок — это уникальный орган, который находится в организме человека. За желудком находится поджелудочная железа. Она выделяет вещества в двенадцатиперстную кишку и в место, где в двенадцатиперстную кишку входит еще и желчный проток. И что она выделяет? И зачем вообще желудок и что в нем происходит? Когда человек принимает пищу, то пища, которую мы жуем, она подвергается влиянию лизоцима и слюны. Через слюнные железы. Происходят первые процессы. Какие процессы? Процессы переваривания и расщепления крахмалов. Именно поэтому хлеб нужно долго жевать, картошку. И вообще хочу дать совет. Не ешьте
толченую картошку, потому что когда вы ее едите, вы часто крахмал проглатываете, а это нехорошо. А крахмал нужно, наоборот, очень долго жевать. Поэтому, если выбирать картофель, который необходимо человеку употреблять, то на первое место необходимо ставить печеный картофель. Он полезный, в нем сохраняется аскорбиновая кислота, и человеку это полезно. А в случае, если вы принимаете пюре, это не полезно, влияет очень на ваш желудок и так далее. Повышает, там, снижает в дальнейшем кислотность, но не об этом. У нас есть вещество, которое называется гастрин. Такое вещество — это вещество, которое выделяется у нас желудком и которое реагирует на употребление пищи. Для чего гастрин? Когда человек нервничает, кстати, то когда происходит стресс, то у человека выделяется гастрин прежде всего. Так наш организм реагирует на любой стресс. Гастрин — это вещество, которое замедляет перистальтику нашего желудка, останавливает процесс, который происходит в нашем желудке. Но обычно это происходит, когда человек, допустим, голоден, нервничает, и у него выделяется соляная кислота, появляется гастрин, и происходит застой соляной кислоты. Застой соляной кислоты приводит к появлению язв и так далее. И в дальнейшем такой гастрин, который возникает у человека на фоне этих стрессов, приводит к тому, что происходит уменьшение перистальтики самого желудка, отягощается сам желудок и опускается. Происходит появление диафрагмальной грыжи, происходит диафрагма желудка, я имею в виду, и происходит вот ряд таких вот формирования таких заболеваний. И для того, чтобы этого не происходило, нужно поставить для себя понимание самого процесса и написать, вот так прямо написать: нервы-гастрин. Как поднять желудок? Перестать нервничать. Как перестать нервничать? Седативные препараты. Магний. Знаете, есть работа немецкого физиолога Мюллера, и он сказал, что, используя препараты магния на протяжении там, 10, 15, 20 лет, он вылечил там, тысячи или сотни тысяч человек, у которых были заболевания желудка. И он там говорит, в чем нонсенс, ведь магний не участвует ни в формировании слизистой оболочки, ни в чем. И вот он так сказал, это гипотетически, почему это помогает. Точно так же. А почему это помогает? Магний является седативным минералом или седативным веществом. То есть человек принимает магний, он является таким своего рода натуральным миорелаксантом, то есть он расслабляет и так далее. Ну и за счет этого человек менее реагирует на стрессы, гастрин не выделяется, человеку становится лучше. И как поднять? Не переживать. А как не переживать? А это сложный процесс. И когда люди, допустим, ко мне обращаются, говорят: Андрей Андреевич, вот у меня там диафрагмальная грыжа, там опускается. Говорю, это нужно не переживать. Нужно стараться не переживать, принимать седативные препараты, принимать магний. Принимайте мой препарат Поставит хотя бы месяца 3. Принимайте препараты магния, там, магнум цит или магний B6, еще лучше. Принимайте его по 2 таблетки 3 раза в день. И не лечите желудок. Со временем, буквально через 2 месяца, сама проблема опущенного желудка будет решена. Ну и будем заканчивать. Еще раз хочу сказать, что у нас сейчас идет акция. Эта акция называется акция «Тибетская формула», акция на все препараты минус 14%, которая у нас будет работать с 23 по 26 мая. Поторопитесь, прямо сегодня, прямо сейчас. Вы можете перейти по ссылке под данным видео или в шапку профиля, который в TikTok, где я провожу эту трансляцию, и связаться с операторами, нажать на кнопку либо переход на сайт, либо связь с оператором, где вам операторы помогут, ответят на ваши вопросы, или я сам отвечу на ваши вопросы и помогут вам подобрать для вас необходимые, нужные препараты моей компании, в ходе применения которых вы можете заметно улучшить свое здоровье и самочувствие. Еще раз большое спасибо. На все остальные вопросы я постараюсь ответить после завершения эфира. А вы эти вопросы напишите, пожалуйста, в комментариях под видео. А я после этого зайду и поотвечаю. Договорились?
И еще раз, здоровым быть легко поможет вам Андрей Дуйко. Вместе со своей компанией «Тибетская формула» заботься о своем здоровье с молоду, потому что когда мы живем, мы обычно не обращаем никакого внимания на свое здоровье, а оказывается это очень важно. Так мы с желанием помочь, с желанием заработать длинный рубль, не обращаем внимания на свое самочувствие. А потом становимся взрослыми, и самочувствие и здоровье напоминает о себе. Но уже лечиться сложно. Также хочу ответить на такой вопрос. Очень часто люди говорят: Андрей Андреевич, препараты дорогие и так далее. Вы, дай бог, чтобы вы никогда в вашей жизни не сталкивались с нашей современной медициной. Вот в тот момент, когда вы столкнетесь с нашей совершенной медициной, вы поймете, что принимая препараты БАДы, которые могут улучшить ваше самочувствие, даже на протяжении 1 года, это все равно дешевле, чем годами лечиться и принимать медицинские препараты. Потому что прием медицинских препаратов — это очень дорого, очень долго, это ухудшает самочувствие и так далее. На сегодняшний день Япония находится на самом первом месте по продолжительности жизни. И люди не могут понять, как в этой стране невероятно перезаселенной, невероятно перенаселенной, с огромным количеством людей, с малым количеством земли, с недостаточностью и питания, и просто агрессивная культура. Люди живут и работают без выходных, у людей в жизни не бывает отпусков, никто никогда никуда не уезжает, находясь в бесконечном задымленном пространстве, находясь в ветрах, в холоде и так далее. Ну, вот я был в Японии, я знаю, что там холодно и не очень хорошо живется. С плохой едой, ну это по моему мнению, ну, им, наверное, хорошо. Но при этом они живут долго. И тут такой вопрос: они работают много и живут долго. Почему? Когда приезжаешь в Японию, особенное внимание обращаешь на огромное количество пищевых добавок, которые в большинстве своем люди принимают к пище. Почему? Потому что они знают, что когда дело дойдет до больницы, то будет во много раз дороже. И именно поэтому прием пищевых добавок — это не только актуально, а это еще и человеческая потребность к выживанию, к хорошему самочувствию и к более, наверное, активной жизни и более активному здоровью и молодости и всему остальному. Поэтому обязательно изучайте каталог пищевых добавок, обязательно принимайте, профилактируйте заболевания, потому что профилактировать легче, чем лечить. Проводите реабилитации, потому что обычно наша медицина, она не проводит никаких реабилитационных мероприятий после перенесенного заболевания и говорит: ну что ж, это и начинается, это старость, это усталость, а это просто там еще что-то. А оказывается, можно жить хорошо, можно чувствовать себя хорошо, можно жить до старости и чувствовать себя хорошо, можно по чуть-чуть устранять и атеросклерозы, и холестерины, и печеночные и так далее. А что поможет? В свое время Гиппократ сказал о том, что природа создала все для того, чтобы человеку помогать, что божественная рука Бога создала в каждой травинке элемент, который способен каждому человеку помочь, что раз Бог создал людей в виде абсолютного божественного повторения, то, скорее всего, весь мир, окружающий таких людей, может помочь человеку быть здоровым. И задачей или целью врача в дальнейшем заключается в том, чтобы найти вот эти тайны, которые могут помочь человеку выздороветь. И эти тайны, они находятся вокруг нас, в минералах, они находятся в растениях, они находятся, может быть, в физических упражнениях каких-то, там, лечебной физкультуре, в понимании себя, в понимании тех процессов, которые происходят в организме. Ну и мы, как пионеры, только начинаем в этом направлении работать. В большинстве своем наша традиционная медицина, она способна помочь людям, способна спасти их от смерти, но улучшить наше состояние, сделать так, чтобы мы были моложе, здоровее, чувствовали себя лучше, были наполнены силами и так далее.
как бы мелкая такая или медленная, или даже такая поверхностная коррекция нашего общего самочувствия способна включение в рацион питания как дополнительные компоненты. Это нутрициологические препараты, экстракты растений, витаминные комплексы, аминокислоты, минеральные комплексы, ароматические масла. Все это в комплексе может помочь человеку быть здоровым. До свидания еще раз. Будьте здоровы.